Всем привет! Вы на канале SuperKit. Товарищу понадобилась внешняя сетевая, он заказал в Китае, а заодно дал мне потестить. Данная сетевая поддерживает USB 3.0 и заявленная пропускная способность до 1 гигабита в секунду. Вот я и предлагаю оценить возможности этой сетевой в реальности. Сначала подключаю USB 3.0. Как видно, сетевая имеет виртуальный встроенный CD-ROM, с которого по аналогии с 3G модемами устанавливается драйвер. Сетевая готова к работе. Так работают индикаторы на карте. Теперь тесты. Тест явно не похож даже на 100 мегабит. Попробую другой порт USB 3.0, который напрямую припаян к системной плате и выведен на заднюю панель компа. Результат такой же. Такое ощущение, что стрелку что-то не пускает вперед. Может, торрент? В общем, то же самое, что и с замером скорости через сайт. Я тут подумал, это конечно вряд ли является причиной, но роутер у меня 100 мегабит в секунду, а попробую я без роутера соединить оптоволоконный модем и эту сетевуху, чтобы комп понял, что здесь есть 1 гигабит в секунду. И это тоже не помогло. Пробую USB 2.0 порт. И скорость в полном порядке. У меня инет 100 мегабит в секунду. На практике такие значения и через встроенную сетевую. Короче, странная работа через USB 3.0. Может, дрова виновны, но через порт USB 2.0 никаких проблем в работе нет. Тесты неоднозначные, покупать или нет решайте. 100 мегабит через USB 2.0 будут. Кстати, проверил эту сетевую на андроиде, как и в другом соответствующем видео на планшете, где Android 4.4.2. Работает как и та сетевая, которую я тестировал в том видео. А начиная с 5-го андроида ни одна не работает. Искал через Play Market программу, которая бы запустила внешние сетевые, но плодов это не дало. Так что если будете брать под Android, учитывайте это. Ссылку на сетевую карту оставлю в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч.